Сноубординг – относительно молодой вид спорта, которому еще не исполнилось и сотни лет. Но уже сейчас можно увидеть на телах любителей татуировок изображение снерфера. Разумеется, возникает вопрос, какое же значение имеет рисунок сноуборда на теле. Снерфер был изобретен в 1960 году американцем, который придумал для своей дочери прототип современной доски для слалома. Она обожала горы и любила спускаться по склонам на санях или лыжах. Отец не мог остаться равнодушным, а потому придумал для ребенка устройство, на котором можно выполнять различные трюки. Так как снерфер – недавнее изобретение, то значение тату-сноуборд, если изображена только доска, не несет в себе никакой смысловой нагрузки, кроме того, что человек является увлекающимся сноубордистом или фанатом этого вида спорта. Другое дело, если сноуборд или спортсмен на доске изображены на фоне гор. Собственно, сноубординг – горный вид зимнего спорта, поэтому нет ничего удивительного в сочетании этих двух изображений. Но особый смысл имеют именно горы. Они издавна привлекали людей своей неприступностью и величием. Сейчас, конечно, современное оборудование и техника позволяют достичь самых недоступных вершин. Но в давние времена все было по-другому. Горные вершины считались обителью богов или сущностей, обладающих сверхсилами. Поэтому издавна картины гор считаются магическими. От вида и цвета гор меняется и значение тату. Если на теле изображена череда гор, такой рисунок символизирует границу между двумя мирами – вечную и несокрушимую. Сноубордист, пересекающий эту границу, означает разделение двух жизней человека, обычной и спортивной, повседневной и мира его увлечений. Таким образом, носитель тату хочет показать, что не смешивает свои увлечения с повседневной жизнью. Равное значение увлечения человеком сноубордом и повседневной жизни. Просто красивый рисунок, который владелец татуировки выбрал из каталога. В большинстве случаев такая татуировка просто показывает, что человек увлечен данным видом спорта. Если гора залита солнцем, то рисунок символизирует защищенность и стабильность. Иногда на фоне такой горы изображают богов Олимпа или ангелов. В контексте со сноубордом или сноубордистом такой рисунок может означать, что владелец тату обожествляет этот зимний спорт, считает его светом своей жизни или чувствует себя в горах наиболее уверенно и защищенно. Таким образом, татуировка сноуборд, несмотря на молодость данного вида спорта, уже имеет свое значение в различных мировых культурах. Однако трактовка картинки тесно взаимосвязана с тем, в каком контексте набита доска для слалома и с сопутствующими картинками. Татуировка со сноубордом для девушек и мужчин имеет одинаковую трактовку. Она может означать как увлечение этим видом спорта самого носителя татуировки, так и его половинки. Например, тату со сноубордом можно часто увидеть у девушки, парня-спортсменов. Нательный рисунок делают в нескольких случаях. Для того, чтобы показать свое жизненное кредо. В качестве памятного сувенира, который, в отличие от предметов, останется на всю жизнь. Поклонники набивают себе изображения предметов или людей, чтобы показать свои увлечения. Тату с изображением сноуборда делают чаще всего поклонники данного вида спорта, сами спортсмены или фанаты одного из известных сноубордистов. В этом случае все понятно. В качестве нательного рисунка могут выступать символическое изображение доски для слалома, символическое изображение сноубордиста на доске, изображение известного спортсмена, изображение любимой или наиболее запомнившейся доски, реалистичное изображение сноубордиста. Однако те, кто понимает, что нательный рисунок не может быть просто символом поклонения тому спорту, делают несколько иные татуировки. Значение их меняется в зависимости от того, в каком контексте изображена доска или сноубордист. Сноубордист, изображенный в движении на фоне гор или без фона, означает свободу и постоянное движение. Владелец такой татуировки, целеустремленная личность, всегда движется на пути к своей цели. Если на пути доски сноубордиста есть препятствия, это означает жизненные неурядицы, встречающиеся на жизненном пути носителя тату. При этом рисунок говорит о том, что владелец тату их не страшится, а успешно преодолевает. Сноубордист, изображенный в прыжке, означает полет в жизни.
В данный момент владельца тату во всем сопровождает успех. Он доволен своей жизнью, карьерой и отношениями. Иногда изображают доску, наполненную различными узорами. В данном случае значение татуировки зависит от наполнения доски. Это могут быть различные символы, изображения зверей, птиц, цветов, предметов. Также следует помнить, что нательный рисунок останется с вами на всю жизнь, поэтому прежде чем решиться на такой шаг, нужно хорошо подумать. Если вы перерастете свое увлечение или увлечение своей второй половинки, то тату останется с вами до конца дней, ведь сведение нательного изображения дорогая и крайне неприятная процедура. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, какие эскизы вам больше всего понравились.